Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за прямыми эфирами, следите за новыми видео. И вообще, вы вместе с нами прямо сейчас Юлия Латынина на связи. Юлия, приветствую вас. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о перспективах российско-украинского противостояния, конечно же, и таких очень интересных, да, таких подоплеках происходящего. Вообще кажется, что у Зеленского сейчас такая точка, когда нужно будет выбирать, да, то есть или выборы, о которых там говорит Стефанчук, или, ну, скажем так, понижение мобилизационного возраста и дальше, собственно, в топку войны бросать новые и новые силы, если, конечно, они еще есть. Однако наш сегодняшний эфир я предлагаю начать с другого и посвятить немного другому. В чем, собственно, оказия? Это напряженные отношения между Российской Федерацией и Азербайджаном. Прямая связь с Украиной вроде как отсутствует, но как бы косвенная есть. Поэтому, друзья, спасибо, что оставляете вопросы для того, чтобы Юлия на них ответила в финале нашей программы. QR-код, который вы видите, это возможность непосредственно как бы на экран вывести, если работает этот сервис, свое мнение или пожелание, или предложение, или вопрос. Также в сообществе YouTube и клубе зрителей в Телеграм-канале тоже заблаговременно можно оставить вопрос, и в чат, конечно же, будем заглядывать. Опрос сегодняшнего эфира вот такой. Кому более выгодна напряженность между Баку и Москвой? Варианты ответов: России, Азербайджану, Украине или никому. Пошумят, да и потом все замнется и забудут обо всем. Действительно очень яркий момент. Силовики в Екатеринбурге принимают группу лиц. Двоих по официальной версии, в общем, потеряли во время этого. То есть, ну, родственники говорят, убили. Официальная версия там, Выстрелил себе в висок в виде самоубийства и так 2 раза. ну, то есть сердечные приступы, там, в общем, ну, такие есть версии. Но Азербайджан включает по полную машину пропаганды, давит, собственно, идеологически позиции российского империализма и вообще войну в Украине начинает резко и по-другому освещать, отменяет культурные мероприятия. В общем, налицо конфронтация. А кому она выгодна? Что скажете по поводу этой ситуации? И, ну, конечно, мы там дальше поговорим об обысках на спутнике российском, да, и двух агентах ФСБ, которые там, оказывается, работают. Что думаете? Действительно ли это какой-то план поджечь подбрюшье России? Ну, во-первых, я могу честно сказать, что я не так хорошо знакома с ситуацией, как мне бы хотелось, ровно потому что я взглянула, увидела, что те люди, которых арестовали в Екатеринбурге, да, там, конечно, вот этот неприятный эпизод, что, типа, 2 скончались сразу от сердечного приступа. Ну, как-то я очень не верю в сердечный приступ. Это вот из анекдота про самоубийством. Упал на нож и так 26 раз. Вот, но это просто какая-то мафия, бандиты, причем это люди, которые им предъявляют убийство именно азербайджанцев, заметьте. То есть там даже нету такого, что типа это была азербайджанская мафия, но убивала она, допустим, русских. Э, Там вот все убийства, которые я вижу, они какие-то совершенно чудовищные. Значит, один человек торговал на рынке, азербайджанец отказался платить дань бандитам, его убили. Другой– это человек, который ему помог спастись, тоже азербайджанец, и притащил его тогда в больницу, и через 10 лет его тоже убили. То есть, ну вот какой-то абсолютный мрак. И я действительно не понимаю причин, по которым азербайджанская власть вписывается за азербайджанскую мафию. Я думаю, что, условно говоря, если бы в Америке где-нибудь арестовывали подручных япончика, ну, я такого не помню. Может быть, там где-нибудь по обыкновению Россия могла чуть что-то побухтеть. Но, в общем, я не помню, чтобы когда в Америке судили каких-нибудь представителей российской мафии, то по этому поводу объявлялся крестный поход. Так что я не знаю реально, зачем Азербайджану понадобилось обострять отношения именно на эту тему. Она как-то не очень выигрышно выглядит для Алиева. Я думаю, что это вот в рамках, могу предположить, что это в рамках обычных восточных историй, разборки, когда ты вот себе заявляешь сильную позицию, а потом ее на что-то размениваешь. И я как-то не сомневаюсь, что и Алиев, и Путин, они уже многократно по разным причинам спорили, иногда гораздо более существенным, заметим.
что в конце концов они как-то разменяются и найдут общий язык. Я боюсь, что, скорее всего, это какие-то претензии Азербайджана на Армению и попросят в ответ кусок чего-то связанного с Арменией в надежде, что поскольку Путин не очень любит Пашиняна, то он вот этот кусок бросит. То есть, мне кажется, это вот такой шахматной игрой. Кстати говоря, если говорить об Украине, то, ну, во-первых, видимо, это по какой-то причине выгодно Алиеву. Он считает, что он это может на что-то разменять. Но в качестве вторичного бенефициара это чисто случайно. Но да, конечно, Украина, да, ей скорее хорошо, потому что лишний раз, на лишнем фронте у России проблемы. Вообще странная история. Это вся, ну, да, криминал, да, да, там вроде как, с одной стороны, дела 20-летней давности, но с другой стороны, там клейма негде ставить на отдельных людях, которые выжили, которых предъявили миру как задержанных. То есть там и уголовные статьи, и все остальное, то есть без Да нет, вопросов. просто там какой-то мрак, и убивали эти люди, во всяком случае, если верить российскому СКА, азербайджанцев. Поэтому Но почему Азербайджан заступается не за тех, кого убили, а за тех, кто, по крайней мере, если верить СК, убивал? Но тут же вопрос другой. Резко начали там разные блогеры, телеграм-каналы, которые как бы пророссийские, российские, поднимать тему ну, ислама, то есть вот этого шовинизма, вот этого, скажем так, народа, который там подчинен, народов, которые подчинены. То есть это все резко раздули и масштабировали. Действительно какие-то проблемы в России с исламом? И есть ли почва для этого, чтобы, ну, условно, это количество хвороста или дровишек подбросить вот в этот огонь, который вот потихоньку, периодически, да, кто-то пытается туда дуть и раздувать. Слушайте, проблемы с исламом не только в России, проблемы с исламом во всем мире. Только некоторые люди это не признают и говорят, что надо бороться с исламофобией. В России, как ни странно, меньше, чем в других местах, потому что Россия страна неполиткорректная, и хотя, с одной стороны, естественно, в России больше мусульманского автохтонного населения, чем, допустим, во Франции, но, с другой стороны, за российскими силовиками никогда не заржавеет. Вот, так что мне кажется, что, ну, возможно, это тоже такая карта, которую очень, если с нее заходить, то это играть на вполне обоснованных страхах Путина, потому что там, и страх расчленения России, и страх какого-то обострения с мусульманами, это вполне та карта, которую можно разыгрывать. Кому? Если у тебя есть... Нет, если у тебя есть какая-то определенная цель, как я уже сказала, я сильно подозреваю, что это определенная цель в Азербайджане, ну, поскольку я не могу подозревать азербайджанское руководство в том, что оно какое-то по причине захотело отмазывать, ну, совершенно каких-то диких бандитов, то, скорее всего, эта цель связана с ситуацией в Закавказье и с Арменией. Но это мое личное предположение. Ну, с Арменией тоже пикировки. Пашинян получает, ну, пока еще не получает окончательно, ну, собственно, союзнические отношения с Европой в плане там и военной силы. Съездил, исторический визит совершил в Турцию совсем недавно. И очередная пикировка с Лавровым, да, который там его упрекает в Армению и Пашиняна в том, что идет преследование главы церкви, его не дали арестовать, на днях отбили. Ну, а Армения говорит, не лезьте в наши внутренние дела. То есть с Арменией тоже не все так просто. И получается и Армения против России, но вот Азербайджан вот сейчас вот таким вот образом. Так кто кому что должен Так я, отдать? Так я как раз имею в виду, что Алиев может видеть в этом удобный гамбит, что вот, дескать, у Путина все время недовольство Пашиняном, а давайте нам отдайте Пашиняна, всю Армению или половинку Армении, или Нахичеванский коридор, или что-нибудь в этом роде. Если мы предположим, ну, скажем так, дальнейшее развитие событий, вот многие видят в этом, как это, англичанку, которая гладит и гадит. Ну, мол, смотрите, Турция, это как бы вотчина Британии, Азербайджан, вотчина Турции, в общем, все повязаны. Турция давно вотчина Эрдогана, а не Британии. Какая там Британия, Ну, Господь с так вами. понимаете, и вот здесь как бы игра
британская по поджогу Кавказа и, соответственно, вот как бы устроят новые проблемы Российской Федерации. Но тут возникает главный вопрос, да, особенно среди тех многих пабликов, украинских и каких-то лидеров, в кавычках, мнений, потому что мнения тут как из пулемета строчат совершенно разные представители. Ну вот если с проукраинской позиции, то это вроде как хорошо. Это отвлечет Путина, ослабит его давление на фронте, не знаю, политическое давление. Стамбул же третий раунд до сих пор не назначен. Как вы видите эту игру? И действительно, ну, условно, да, напряженность там повлияет ли на войну здесь? Нет, абсолютно не повлияет. Это, конечно, может обрадовать там какую-то кучу блогеров, которые напишут, что вот у России трещит из-за Кавказа, но, как мы понимаем, Путин не снимет какие-то отряды с фронта и не отправит их на азербайджанскую границу. Поэтому, ну, как бы об этом даже смешно вести разговор. Но наверняка найдется какое-нибудь количество посредников, например, тот же самый Израиль, у которого прекрасные отношения с Азербайджаном. И, кстати говоря, очень неплохие, несмотря на все внешние индикаторы отношения с Россией. Так что в любом случае могу сказать, что вот посредники там будут, а каких-то заводчиков, тем более Великобритания, ну, я вас уверяю, что не только Азербайджан и Турция самостоятельные игроки во внешней политике, но они гораздо более решительные игроки, чем страны Европы. Мгм. Ну, решительность сегодня показал Азербайджан, когда провел обыски и двоих задержал как бы завербованных ФСБ работников отделения издания «Спутник». Слушайте, ну это демонстрация чего? Ну что, они того, я думаю, что они 100 лет знали, кем эти люди завербованы или не завербованы. Тут я, знаете, склонна доверять азербайджанским спецслужбам. Я думаю, что им этот факт был известен давно. Ну, может быть, и придумали, но, честно говоря, вряд ли. То есть, как бы оценивая вероятность, мы же с вами не можем знать, они завербованы или нет. Но оценивая вероятность, я думаю, что в данном случае вряд ли придумывали чего-то, а воспользовались уже готовым пирогом. Азербайджанцев много в элитных властных кругах в России? Как скажете так навскидку? Ну, если считать года Нисанова и Зараха или его азербайджанцами, то да, кстати говоря, очень влиятельные люди. Ну, то Говорят, есть, что даже они во время азербайджанско-армянской войны, ну, войны за Нагорный Карабах, играли определенную важную политическую роль и удерживали Россию от каких-то шагов. Не знаю, правда или нет. ну, то есть вот эта стандартная, любимая всех обозревателей тема с битвами башен Кремля здесь проигрывается? Не очень, потому что я вас уверяю, что все решения, которые касаются внешней политики, и это касается, ну, прежде всего, войны с Украиной, но также Азербайджан, Армения там, и так далее, Путин принимает, судя по всему, абсолютно сам и не слушает никого из окружения. Это окружение слушает Путина и начинает ему ретранслировать. Если переместиться на украинские вопросы, действительно фронт задышал, идет существенное изменение по фронту. Оно так прикрывается, немножко с опозданием выдается. Есть там Каменское, это вот там юг-юг, понад Днепром населенный пункт, там, в направлении Запорожья, если туда брать на север. Там уже создан плацдарм, о котором, как вы говорили, ну, все, в общем-то, стыдливо опровергали. Днепропетровскую область сейчас тоже, да, заходят, но вроде как опровергают. И вот мы, в принципе, вот в этом вареве информационной пропаганды военной живем. Но фронт пошел в движение. Как вы думаете, судя по политическим путешествиям Зеленского, да, вот, в Гаагу, на саммит НАТО, потом Совет Европы, судя по разговору с Трампом, судя по отношению изменившемуся, да, даже тех европейских партнеров, потому что мы от них особо не слышали никаких таких заявлений. Стармер, бедный, вообще где-то умолк, примолк, хотя на него возлагается основная роль, вроде как, да, в поддержке Украины. Будет толкать Зеленского на какие-то уступки в условиях Путина ввиду событий на фронте? Или у нас уже такая, знаете, история, что фронт отдельно, а вот эта политическая борьба отдельно? Нет, смотрите, фронт на самом деле определяет все, но, если честно, я бы
Я думаю, что лучше взять паузу хотя бы месяц и посмотреть, что действительно будет происходить на фронте, потому что, да, в мае российские войска двигались быстро, а как я понимаю, сейчас они несколько приостановились, как я понимаю, я не уверена, это до конца. Э, Наступление в Сумской области приостановилось, потому что там, наконец, что-то вырвали. Причем, как я понимаю, ВСУ, там, те подразделения, которые сумели это остановить, рыли за свой счет. Это вообще какая-то фантастика, что вот тут в очередной 12-й раз мы беседуем о том, что при очередном российском наступлении оказалось, что а, правильные оборонительные сооружения не вырыты, и на этот раз нам даже не говорят, куда делись деньги, потому что в прошлый раз, когда это было в Хабаровске, когда это было, господи, в Харьковской области, хорошая оговорка, потрясающая. Да, когда это было в Харьковской области, так хоть там какие-то, значит, сначала перья полетели, а потом тоже все затихло. А, на самом деле, поскольку фронт определяет все, ведь Путин сделал очень рискованный ход. Он отказался от синицы в небе, от условий, которые предлагал Трамп, которые были не очень выгодны, скажем так, по самому минимуму для Путина, но которые позволяли закончить войну с, скажем так, этот раунд войны с широко поднятой головой и сказать, что вот мы добились того, 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 и даже Соединенные Штаты признали Крым и готовятся к следующему раунду при этом, заметим. А Путин решил, что журавль в руках в его стратегической досягаемости. И произошла очень интересная вещь. А вот что именно произошло, как я обращаю ваше внимание, мы не знаем и узнаем в ближайшие несколько месяцев. А именно, Трамп не просто полностью выписал себя из войны с Украиной, вернее, не полностью, просто выписал США из войны с Украиной, а произошел мало кем оцененный, просто грандиозный для Соединенных Штатов стратегический поворот, который заключается в том, что вся война переложилась на плечи европейцев. Это больше не прокси-война Соединенных Штатов с Россией на территории Украины. Это в полной мере прокси-война Европы с Россией на территории Украины. А это влечет за собой несколько очень важных последствий. Во-первых, теперь Соединенные Штаты не тратят на эту войну на копейки, а только будут зарабатывать, потому что Европа готова выделить в том или ином количестве деньги, и Трамп вроде готов все продавать. То есть это просто вообще шикарная история для Трампа. Почему не продать то, что раньше приходилось предоставлять бесплатно? А второе, тем самым снимается риск ядерной эскалации, потому что ну, представить себе, что Путин вяжется в ядерную эскалацию с Европой, мне, если честно, невероятно. Вот Соединенным Штатам он мог грозить ядерным оружием, и это была абсолютно реальная угроза. Вот тем, кто недооценивает и говорит, что нет, это Путин блефовал, ну вот, судя по всему, тому, что делали американцы, они считали, что Путин не блефует, и я думаю, что он не блефовал. Другое дело, что, конечно, он бы это пустил только в самом крайнем ходе. Все, вопрос ядерной войны, вопрос эскалации до Третьей мировой войны снимается. И у Трампа получается идеальная комбинация. Соединенные Штаты еще лучше, чем во время Первой и Второй мировой войны. Просто зарабатывают на этой войне, как, кстати, на это сейчас зарабатывает Китай. Они остаются в позиции, когда они в последний момент могут протянуть Путину руку помощи, если у него что-то пойдет не так, совсем не так. И самое главное, что, как мы понимаем, Трамп не очень любит, это мягко сказано, Зеленского, которого он считает справедливым агентом глубокого государства, и Трамп не очень любит Евросоюз, который он считает на последнем таким прибежищем глубокого государства. И вот все это, вот всю российско-украинскую бодягу Трамп теперь спихнул на тех людей, которые ему, скажем так, там, крайне неприятно, разбирайтесь сами. Но эти люди По-моему, не мычат, не телятся, Юлия. Ну вы же видите, как это все происходит. А давайте не- сделаем саммит, чтобы подумать о том, какой будет саммит. нет, вот, Александр, вот тут давайте даже сверим часы. Мне очень интересно, что вы по этому поводу думаете. Потому что я могу честно сказать, что у меня не хватает данных для понимания того, насколько серьезно вписывается Европа. Я вот после этого саммита реально потратила некоторое количество времени, чтобы обзвонить своих друзей,
И мне люди, довольно информированные, говорили разные вещи. Во-первых, я видела решение Совета Европы о том, что они выделят 30 миллиардов на поддержку Украины, и я поняла, что я не понимаю, что это за деньги, потому что если это деньги вообще на всю Украину, то есть и на войну, и на Украину, то это ни о чем, потому что Путин тратит по 300 миллионов в день, это минимум, и тогда 30 миллиардов, да еще в европейских ценах. Ну, это максимум на 100 дней войны, и это ни о чем. Но, скажем так, люди, знающие, заверили меня, что 30 миллиардов – это именно на войну, а еще есть плюс 50 миллиардов просто вот на финансовую поддержку Украины, на затыкание дыр в бюджете. И да, тогда это вполне серьезно, потому что тогда это позволяет украинской армии за счет этих 30 миллиардов ну, закупить достаточное количество снарядов, закупить достаточное количество ПВО, закупить достаточное количество дронов и так далее, и держать, если чисто мы говорим о деньгах и военном оборудовании, держать фронт приблизительно в текущем положении. И, соответственно, тогда вопрос упирается в два, мне кажется, в два переменных, которых я реально не знаю значения этих переменных. Одна эта переменная – это количество украинской живой силы, потому что мы понимаем, что это главная затыка, это абсолютно главная проблема. И как бы если ТЦК будет продолжать зарабатывать деньги на людях, которые откупаются, потому что сейчас это видится все-таки главным способом, главной причиной действия ТЦК. А если это будет как-то переформатировано, или там, если будут платиться так же, как и в России, большие деньги то тем, кто идет на фронт, то это может быть другая история. Еще раз повторяю, это переменная, это x, значение, которое мы не знаем. И вторая переменная – это действительно, насколько серьезно европейцы собираются поддерживать Украину, потому что вы обратили внимание, что там нет никаких особых заявлений. Но так это же можно по-разному трактовать. Как раз это скорее настораживает, потому что это раньше европейцы, знаете, вот тут понимали, что... Помните, как в анекдоте про Хаджуну Средину, который наелся запахом пищи, а ему заплатили звоном монет. И заплатил за это человеку, владельцу харчевни, который требовал денег за запах пищи, звоном монет. Вот европейцы посмотрели, у них такая... Они заразились от Зеленского. И все эти 3 года это демонстрировали. Они посмотрели, что Зеленский кормит народ завтраками, говорит, завтра Европа все поймет, США все поймет, станет на нашу сторону, завтра, значит, переможем. И стали говорить то же самое. Но сейчас, когда они неожиданно замолкли, я бы взяла паузу в 2 недели, чтобы посмотреть, какие на самом деле решения приняты. Ну, не знаю. Вот эти две, я бы не торопилась, потому что я, честно говоря, думаю, что, может быть, некоторые участники процесса и сами не понимают, какие они решения приняли. В любом случае, я могу вам точно сказать, что, как минимум, европейцы приняли теоретическое решение, что эта война должна продолжаться еще 3 года. Что славяне, что русские и русские должны перемалывать друг друга еще 3 года, а там или Ишак сдохнет, или Ишак. У них, судя по всему, какие-то странные эксперты, которые пишут, что через 3 года и Россия развалится, и экономика развалится. Вот я только что читала в Moscow Times статью, которая меня совершенно потрясла и которую я бы сочла какой-то просто провокацией, если бы я не посмотрела, что ее два автора, они все время фигурируют в разных российских оппозиционных публикациях. Один из них называется Аарон Леа, а другой Барух чего-то, по-моему, Таскин. Я уверена, что этих людей не существует. И, конечно, когда я вижу на такой статье такие имена, мне хочется этих людей только одно слово спросить. «Атем баэмет хихудим?» Ну, вы Вы понимаете, действительно евреи? ну, вы Да, на понимаете, в иврите. чем Я дело? боюсь, Вы что они мне же... на иврите не ответят. Так вот, да, там это, значит, статья, реально в ней написано, что вот после того, как Европа поддержит Украину оружием, через 3 года Россия развалится, Курск и Белгород колонизуются, Курск и Белгород перейдут под управление Украины, Арктика с нефтяными запасами перейдут под управление ООН и прочий бред. И мы можем сказать, что это бред, но на самом деле это действительно уровень европейской экспертизы, чтобы вы понимали.
Ну или слишком едкий запах салфеток, который прячет периодически Макрон, когда едет в поездах, и к нему внезапно заваливается пресса. Потому что тут, если так разобраться, то картина видится абсолютно катастрофично именно с точки зрения украинцев. И я не могу об этом молчать, потому что я украинец, и ну, это просто что-то несусветное. Когда бьют женщин, задувают Говорить? газом, когда, то есть, крутят, вяжут мужиков, и это все перманентная история. И причем подводят под это философские какие-то моменты, то есть, там, ты мужчина или не мужчина, там, ты не хочешь воевать, значит, ты не гражданин, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим какую-то внутри агонию у общества, и это все как бы едят еще и полной ложкой, вот эту философию, да, о том, что там, кто мужчина, кто не мужчина, кто уехал, кто не уехал, кто ухилянт, а кто не ухилянт. Поэтому внутри действительно ситуация очень тяжелая в этом отношении. Но как бы, Александр, секундочку, вот это Европа, очень важно. Европа не видит этого, видите? Нет, Европа это прекрасно видит. И вот я вот здесь очень важную вещь хочу сказать, а потом перейти как раз к вопросу вам. Потому что, вот, как я сказала, я действительно считаю, что сейчас момент стратегической неопределенности, и мы не знаем, как будет проходить в Украине мобилизация, и мы не знаем степени готовности Европы. Мы просто вот буквально в течение недели это, скорее всего, двух увидим. Но пока нас кормят сказками о том, что, значит, вот сейчас Европа, как Украине, поможет. И вот, вот статья, которую я назвала, она же на самом деле рассчитана, к сожалению, в первую очередь на граждан Украины. Она рассчитана, что они прочитают, ну все, Рашка-то, значит, через 3 года распадется, надо только 3 дня простоять и 3 ночи продержаться, и там а в это время стирается в первую очередь Украина. И пока вот нам рассказывают, что да на Украину, да понадо все, да вот она сейчас победит, за это время от страны, которая в 91 году а, ну, просто была самой процветающей из республик бывшего СССР, имела 51 миллион населения, осталась в лучшем случае половина, и эта страна потеряла 20% территории в ходе реализации проекта «Украина понад усё». И вот это беззастенчивое втюхивание, что сейчас будет второе пришествие, и сейчас Рашка развалится, а на самом деле разваливается Украина, и на самом деле умирают люди в Украине, вот вы украинец, вам рвет сердце. Александр, мне тоже рвет сердце, потому что я эту войну воспринимаю как трагедию. Я уже говорила неоднократно, что это воспринимаю эту войну как гражданскую войну в рамках метапроекта. Неважно, как мы называем себя, русские, да. И я вот просто, когда я думаю о тех людях с украинской стороны, которые умирают в окопах, мое сердце точно так же переворачивается, потому что у них вообще нет выхода. И если они сдадутся, мы знаем, в какие условия плена они попадут. И этим беззастенчиво пользуются. И если раньше этим пользовалось беззастенчиво американское глубокое государство, то теперь этим абсолютно беззастенчиво мы слышали европейские политики просто открыто сказали, что еще несколько лет войны нас полностью устраивают. И, собственно, извините, а после этого вопрос к вам, потому что как вы видите эту стратегическую неопределенность? Вот этот X, потому что самое главное, это нас, количество людей на Земле, хватит их или не хватит. Я И вижу, Б, смотрите, мое такое, ну, как бы ощущение по, ну, опять-таки, да, вы видите такой легкий полумрак, таинственный полумрак безнаказанности, скажем так, за последующие шаги, который вот скрыт, ну, эта безнаказанность скрыта за этим полумраком, и значит, нет, я ага, вижу два вопроса, и две переменных, X и Y. И я не знаю их значений пока. нет, смотрите, у меня немножко картина мира в этом отношении иная. Как бы тоже это надо обсуждать, это надо говорить громко. Значит, в отличие от вас, в отличие там, что вы думаете, сейчас мы посмотрим, сейчас 2 недели, ничего не решат 2 недели, и 3 ничего не решат, и месяц ничего не решит. Не-не-не. Смотрите, Станут ясны дослушайте, интенции пожалуйста. Европы. Так вот, смотрите, по поводу Ага. Европы. Это ничего не решает. Уже нет
собственно, никакой перспективы в продолжении войны. Вот это мне так видится. Это я так считываю вот эти заявления на саммите Стармера, который там никто ничего не сказал. Нет, ну приехал, конечно, министр целый иностранных дел, новый вот этот, который в Киев сказал, если Путин думает, что мы там что-то остановимся, мы не остановимся. Ну, как бы, а по сути что сказано? Ничего. Поддержка Европы не поможет Украине сохраниться в пределах тех границ, которые сейчас фигурируют на карте. И мы видим, как эти границы идут дальше. Я вижу, вот вы так спрашиваете, что, какая стратегическая неопределенность. Я вижу только одну неопределенность, точнее две. Первое. Зеленскому нужно или все сворачивать, или все усугублять. Вторая неопределенность. Зеленскому, ну, скажем так, придется отвечать в том или ином случае. То есть выборы или война. У нас Стефанчук говорит о выборах, которые там во время войны или после перемирия, или после там чего-то могут пройти, уже вовсю там обсуждается, какой закон красивый написать. Нет, конечно, может это вброс Стефанчука, который мало что решает, хотя он второй человек после Бога по украинской конституции, праздник, который недавно отмечали, и все так развели руками, нет украинской конституции, но тем не менее. Выборы, и надо съезжать с этой истории. То есть тут уже виднеется край Владимиру Зеленскому в плане продолжения этой войны. Край не потому, что он там сломлен, не потому, что Россия одержала какую-то сумасшедшую победу, хотя, может, мы станем и свидетелями этого, если еще протянется какая-то, ну, длительная война. А он понимает ресурсный край, поэтому нужно близких убирать, чтобы о них позабыли за месяца 3-4, за полгодика из власти, деньги перепрятывать, уводить из-под удара кого-нибудь, самому быстренько спрыгивать на выборы. И вот этим сейчас, мне кажется, судорожно начинают заниматься. Потому что война, вот это продолжение с мобилизацией жуткой и так далее, этой историей, это как просто повод дать время для первого процесса. Вот в чем заключается стратегическая неопределенность. Что вы об этом думаете? Я думаю, что основной план Зеленского– это, конечно, не проводить выборов. И я думаю, что, собственно, единственное, что он выпросил у Европы, это, конечно, потому что если еще 3 года войны, это значит, что никаких выборов. Я думаю, что, может быть, существует бэкап-план, да, потому что всегда у вас вы разрабатываете разные, это называется contingency planning, и что действительно бэкап-план офис президента должен разрабатывать. Но, в принципе, вот самое как бы очевидное заключается в том, что если Украина переходит на довольство Евросоюза, а она переходит, то мы не видим в Евросоюзе, обратите внимание, что ни один европейский политик, когда они говорили, что тут надо поддерживать Украину, что вот она замечательная демократия, я как раз, загляните в заявление Европейского Совета Европы, там как гигантское количество рассказов, начиная от того, что, значит, суда над Путиным, поддержка Украины в том, всем, пятом, десятом, деколонизация, еще чем-то, ни слова о выборах. То есть это такой абсолютный... я сейчас поняла, могу сказать, что сделал Трамп. Я считаю, что это гениально. Мне сейчас опять будут скажут, что я вот оправдываю Трампа, но я действительно реально снимаю шляпу. Потому что вот есть куча таких людей, типа Джеффри Сакса или Мейершаймера или Патрика Бьюкейна, моего любимого, которые в один голос приводили следующую метафору. Они говорили, что Соединенные Штаты и неоконы выдали Украине чек, который по которому они не собирались платить. Так вот, Дональд Трамп заставил Европу индексировать этот фальшивый чек. Ну, вы знаете, тут, ну, вот И товарищ... Европа, она просто на индосаммите написала, Зеленский демократический лидер, поэтому пока 3 года он нам будет вести войну, никаких выборов. Ну, вы понимаете, по поводу вот этого чека пустого, ну, вот этот Вадефуль, да, приехал министр иностранных дел, вот 10 минут назад разошлось его заявление о том, что Украина на необратимом пути в НАТО. Когда бы это не произошло. Слушайте, так вот целый саммит был недавно. Кто-то так сказал? Нет.
Не Так там обратили. вычеркнули специально этот кусок, понимаете? А вот в этом-то и есть, я говорю, что европейские политики, а, чем надо сказать, что раньше это было, ну, как-то вот у диктатур принято. Вот смотрите, сейчас иранцы как рассказывают, что они победили Израиль, и даже публикуют сгенерированные искусственным интеллектом фоточки полностью разрушенного Тель-Авива. То есть это там просто буйство фантазии. Так вот, обратите внимание, там под сурдинку на саммите НАТО вычеркивают текст, который и так туда еле-еле запихали и который тоже ничего не обозначал, но даже его вымарывают. Но, а потом человек приходит и говорит, слушайте, я могу сказать, с чем это можно сравнить. Это же в свое время, это вот ровно на это Путин обижается. Помните, Путину говорили, что НАТО не будет расширяться на восток? А потом оказалось, что никакой бумажки нету, а мало ли кто это говорил, а тот, кто это говорил, давно ушел с политической арены. Вот как вы потом предъявите господину министру это высказывание, когда он перестанет быть министром? Кого вы предъявите? Кому вы принесете? В какое банковское окошечко вы сунете этот чек? Интересен А ваш... зато очень хорошо все это, знаете, Вы по так, телемарафону расходится. вы так Вот, нам коснулись, сказали. коснулись там, как бы, российской оппозиции в своем ответе, да? Вас убрали из антивоенного комитета после дебатов с Максимом Шевченком на каком-то из каналов, да, «Живой гвоздь», по-моему, где вы говорите о том, что, ну, собственно, война должна закончиться военным образом. Ну, то есть, все, вот война, да, вот ее итоги. То есть никаких вот этих вариантов перемирия, договоренностей уже здесь уже сложнее. То есть договоренности после итогов поля боя. Я так воспринял, я так понял. А, Нет, смотрите, И значит, в чем дело мой было. вопрос в Мгм, следующем. мгм. Смотрите, мы все ждем третьего раунда Стамбула. Он вообще будет? А что он решает? Мы уже видели, что это исключительно такой, оно выродилось в пиар. Причем надо сказать, что сначала первенствовал Зеленский, потому что когда Владимир Зеленский забил на Стамбуле стрелку Путину, а Путин сказал, я тебе посылаю моего меньшего брата, но то казалось, что Зеленский с точки зрения пиара выигрывает этот раунд. А потом, когда приехал меньший брат Бединский и сказал, мы готовы отдать 6 тысяч тел, и у нас тут вот список детей, о которых вы говорите, что они были похищены, и это культурный геноцид, и вот их сколько, 336 или 339, я не помню, мы всех готовы отдать, если будут родственники, то это просто, ну, был такой страшный нокаут высокого, я бы сказала, класса пиар, потому что как бы самый крутой пиар – это действиями. Это страшно, когда Россия отдает 6 тысяч тел, и что этому можно противопоставить? Мы видим, что э, долго эти тела украинская сторона не хотела принимать, потому что пыталась найти соответствующее количество российских, видимо. А дальше стало все это как-то разбавлять словами, что тут вот какие-то российские тела подсунули, еще чего-то. И, в общем, всячески пытаться снизить впечатление. То есть этот раунд абсолютно остался за Мединским, просто вот тут в сухую. И, соответственно, очевидно, что, обращаю ваше внимание, что любой следующий Стамбул это будет в чистом виде пиар. Даже уже Трамп сказал, что надо позволить детям подраться в песочнице. Значит, возвращаясь к антивоенному комитету, чтобы две разные истории. Первое. А, Просто меня спросили на этих дебатах, в частности, значит, вот вы топите за мир. Я сказала, ну я не собираюсь заниматься, простите, страдать фигней, потому что, ну как можно топить? Кто сейчас будет мириться? Путин не хочет мириться, потому что считает, что у Люди него будут мириться, стратегическое Юлия. преимущество. Люди Нет, будут мириться. Зеленский. Нет, одну секундочку. Люди замечательно, пусть братаются в окопах. Мгм. Я была бы только за. А Путин не хочет мириться, потому что у него стратегическое преимущество, считает он. И, возможно, это правильно. Зеленский не хочет мириться, потому что иначе он придется проводить выборы и потерять власть. Европа нам прямым текстом сказала, что хотела бы, чтобы воевали еще как минимум 3 года, потому что за это время можно подготовиться и консолидироваться, и, возможно, укрепиться самой европейской бюрократии. И Дональд Трамп себя из этого дела выписал, и ему больше не нужен никакой мирный процесс, потому что он
еще круче, да, ну, как я сказала, заставил Европу индексировать чек, а войной между Израилем и Ираном, 20-минутной войной, в которой Дональд Трамп участвовал ровно 20 минут и вынес за это время Форду, он снял все вопросы к тому, насколько он крутой альфа-самец. Он их настолько снял, что просто никто не будет его подозревать в том, что типа у него не хватает решительности. То есть это уже просто, знаете, вот как бегают люди и кричат: мирный процесс на Ближнем Востоке, о чем? О чем вы? Поскольку антивоенный комитет занимает такую позицию, что надо мириться. И я, кстати, его очень хорошо понимаю, потому что в антивоенном комитете сидят политики, а не журналисты или писатели наподобие меня, которые, ну, Не, ну вы же у там меня-то сидели, нет. подождите. Сейчас. Ну, там же разные люди. Но нет, все-таки в антивоенном комитете тон задают люди, которые хотели бы играть в какие-то политические игры. Чтобы играть в политические игры, надо иногда занимать достаточно нереалистические позиции, типа «давайте мириться». Я как комментатор не считаю, что эта позиция реалистическая. Соответственно, я посмотрела, особенно какой начался шум. Меня стали отменять. Правда, честно говоря, не 22-й год, и отменялка что-то сломалась. И подумала, что действительно, наверное, нехорошо и не подставлять своих коллег, потому что там же на бедный антивоенный комитет уже какие-то его враги покатили бочку. И я написала: ребят, давайте, что пока суть до дела, я приостанавливаю свое членство до сентября, потому что мне не нравится, что на вас из-за этого будет падать говно. Во-первых, поскольку антивоенный комитет – это клуб по интересам, то есть это вот он там не шаг влево, шаг вправо, побег, а расстрел на месте. Так, а Да вот кому, кто чё? подождите, а кому он нужен? Слушайте, ну пусть будет. Не, ну Плохо, что подождите, ли? вы там были, а что вы там делали? Честно, вот последние месяца абсолютно ничего. Мне как раз не очень... Это был мой второй мотив, потому что я смотрела различные бумаги, которые они не выпускали. Мне они не очень нравились, в том смысле, что они мне казались неоправданно идеалистичными, и мне казалось, что ну, все это достаточно... Ну, как бы для политиков полезно, а я-то зачем это буду подписывать? Вот, поэтому с людьми, которые входят в антивоенный комитет, у меня совершенно замечательные отношения, как были, так и сохранились. А поскольку это, знаете, это единственный комитет в моей жизни, в котором я вообще когда-либо значилась. Я же вот, как мне еще в школе говорили, единоличник. У нас был такой завхоз труда, и он все время на меня смотрел и говорил: а ты, Латынина, единоличник. Вот я единоличник, никогда в жизни ни в одном комитете и так далее не состояла, и тут в начале войны я там, движимая правильным гневом, сама попросилась. Вот сейчас я попросила приостановить мое членство, потому что, Хорошо. ребята, я вас очень люблю и не хочу, чтобы из-за меня на вас говно Так, сыпалось. а война закончится военным путем? Ну, то есть дойдет до логичной точки военной победы, военного поражения? Вот, во-первых, я не представляю себе тотального военного поражения Украины. Я как-то вот не представляю себе, что российские войска зашли во Львов, тем более, что я просто уверена, что Путину Львов вообще не сдался. А до какой точки дойдут российские войска, это и есть та неопределенность, о которой мы только что говорили, потому что вот все-таки самое главное – это действительно до какой они дойдут, потому что если они будут медленно продвигаться, это одно, если они будут продвигаться побыстрее, это другое, а если они дойдут до берега Днепра, это, согласитесь, третье. Мгм. Ну, то есть, понятно. Я хотел с вами еще обсудить одну очень щекотливую тему, но я думаю, что многим интересен будет именно ваш комментарий. Сегодня разошлось интервью, фрагмент интервью. Все можно тоже, в принципе, посмотреть. Есть такой Институт национальной памяти в Украине. Славная организация, выдают славные вещи. Некоторые на голову не напялишь, некоторые оправдываются, ну, понятное дело, войной, обстоятельствами. Это вот, скажем так, двигатель и локомотив декоммунизации, самоорганизация, имею в виду. Так вот, у нее есть новый глава Александр Алферов. И он высказался о Путине. Как можно сравнивать человека, который получил немецкое образование, был художником, который был воспитан на философии и, собственно, культуре Германии,
в высокой культуре сравнивать с этими людьми? Никак. Это люди, которых невозможно сравнивать. Это был вопрос о сравнении Путина и Гитлера. Ну и, понятное дело, дальше он продолжил, собственно, немецкий народ, мол, воспитан в духе законопослушания, и как вот протестантской или католической, в общем, с мощной христианской этикой, с народом, который живет там на востоке, с гоблинами, ну это россияне, у них же есть свое название, конечно, знаете, когда начали говорить орки, да нет, не орки, это же бывшие эльфы, эти реально россияне. Значит, Слушайте, правда, я этой целой тирады не слыхала. э, Господи, какой же подарок-то, значит, тут, подарок Соловьеву. смотрите, это не просто подарок Соловьеву, это уровень невежества и идиотизма. Ну, я не знаю, может, я чего-то не знаю, но у Гитлера, по-моему, было среднее образование. Он хотел, конечно, поступить в Венскую академию изобразительных искусств, но его туда просто не взяли. Но это то, что известно, там, это общие какие-то такие... Ну, учился в каком-то художественном училище, говорили, что я рекомендую, допустим, книгу Толланда, которая построена на воспоминаниях секретарей и помощников Гитлера. Ну, там, конечно, не такие красивые были акварельки. Сравните, пожалуйста, Путина и Гитлера, выскажитесь об этом мнении, и, ну, вот, россиян и немцев. Ну, слушайте, мне самое интересное, честно говоря, в этом высказывании, это не то, что с ним сделает Первый канал, тут все понятно, тут просто будет подарок. А как это будут переваривать те же самые немцы? Понимаете? Вот. Они тут рассказывают, что, значит, есть демократическая Украина и есть страшная диктаторская Россия, которая на нее ни с того ни с сего напала, или те же самые британцы. И тут вдруг они услышали, что они, вот это британцы, их Черчилль воевал с таким замечательным человеком и почему-то не мог найти с ним общего языка. Честно говоря, это настолько минное поле, когда мы начинаем кого-то сравнивать с Гитлером или наоборот не сравнивать. Это же в нынешней ну, вот особенно в левой тусовке, да, если тебе кто-то не нравится, ты сразу говоришь, что он Гитлер, он фашист, он нацист, а что там еще, он террорист. Вот я просто предлагаю, что все эти слова запретить. А если всерьез говорить о параллелях между Второй мировой войной и российско-украинской войной, то я, во-первых, если можно, наших слушателей наберусь наглости, отошлю к своему годичной давности стриму о причинах Первой мировой войны, о том, как Первая мировая война происходила. Потому что и Первая, и Вторая мировая война, особенно Вторая, это же такая табуированная тема, где если ты чуть-чуть потянешь уголок в одну сторону, то лучше или этого не делать, или честно говорить все как есть. Потому что надо не забывать во Второй мировой войне ни о Холокосте, ни о, скажем, о 18 миллионах немцев, которые были выселены в ходе этнической чистки после этой войны из Восточной Европы, из тех же самых Судет, и которых убивали по дороге. Там 2 миллиона человек погибло по дороге. И не надо забывать о том, что к Первой мировой войне привело расчленение германской, но прежде всего австрийской империи, и привела в том числе крайне неразумная политика молодых национальных государств, включая Польшу, Чехословакию и так далее, которые действительно вот очень часто сравнивают неразумные российские оппозиционеры, там, условно говоря, Крым и Судеты. Это очень действительно правильное сравнение, потому что я вам скажу, что, к сожалению, немецкое население в Судетах, вы знаете, что с ним происходило в 30-е годы? Это было очень интересно. Это была такая ползучая чехословакизация, я бы сказала. Это ни в коем случае не было, что где-то там кого-то прям голову отрывали и с шмайсеров расстреливали.
Ну, это, например, были... Причем это происходило по всем странам Восточной Европы, которые входили в зону немецкого культурного влияния, включая, как ни странно, Эстонию и Латвию, потому что при Российской империи, когда эти страны были частью Российской империи, там оставалось немецкое дворянство, там в Риге до 1896 года был официальный немецкий язык. И, кстати говоря, очень много сделали немцы после 18 года, чтобы эти страны остались независимыми, потому что именно немецкое ополчение Ландсвер помог отбить большевиков, среди которых, как нам известно, были латышские стрелки. И немцы оставили тогда там оружие. И вот по всем этим странам происходили очень неприятные вещи, которые были связаны с тем, что конфисковались крупные поместья. Иногда не всегда говорили, что это немецкие поместья, но, в общем, в итоге это были немецкие поместья. Закрывались немецкие школы. Допустим, в той же самой Чехословакии вам говорили, что если вы хотите быть государственным служащим или адвокатом, или врачом государственным, вы должны знать чешский. Ну, понятно, что немец, скорее всего, этот чешский не знал. Там были очень неприятные истории, когда, если что-то случалось с предприятием, а во время, как вы понимаете, Великой депрессии это происходило постоянно, то субсидии получало прежде всего чешское предприятие, преференциальное право приема на работу получали чехи, а не немцы. И те люди, которые еще недавно составляли интеллектуальную верхушку той же самой Богемии, вдруг обнаружили, что они, ну, мягко говоря, лишние на этом празднике жизни. И вы скажете, типа, сейчас я объясню, к чему я это веду. И очень часто говорят, вот, значит, Гитлер, он воспользовался этим, потому что судетские немцы, конечно, хотели в Германию. Они считали, что это абсолютная национальная дискриминация, были совершенно правы. И вот Гитлер воспользовался этим, и вот Чехословакия развалилась. Но я напоминаю, что рядом была страна под названием Швейцария, где никто немцев не дискриминировал, где никто не приходил в немецкоговорящие кантоны, не отнимал у немцев землю, не запрещал им учиться на их собственном языке со словами, что у нас тут есть настоящий швейцарский язык, ретроманский. И вы знаете, Гитлер на Швейцарию не напал. Кстати говоря, в том числе и потому, что Швейцария проявила невиданное национальное единение, и Швейцария так вооружилась до зубов, и своих граждан вооружила до зубов, что Гитлеру даже в ту сторону не хотелось смотреть. Вот оказалось, что национальная... Вот пример Чехословакии и пример Швейцарии, он как бы очень характерный. Но я еще раз повторяю, что это все настолько тяжелая история, и она настолько заряжена идеологически, что ну, просто практически нету возможности ее в коротком виде разбирать, потому что, ну, там, как говорить о Второй войне, мировой войне, не упомянув Холокост? Ну, знаете, Одно же жизнь нет, подождите, страшно сложная, да, и мы давайте не так. Смотрите, одно другому не я оправдывает. вот на днях действительно, ну так, прозрел немного. В каком плане? В том плане, что эта история, она ближе, чем кажется. Да, сегодня в современном мире, это, кажется, это было 100 лет назад, это вообще все вообще по-другому, люди другие, времена другие, все сложно, тяжелые моменты. Нет, это все очень и очень рядом. Когда всплыла информация, что дед главы Ми-6, украинский, нацист, мясник, агент номер 30 в Черниговской губернии, сбежавший из Красной Армии, который, собственно, во время Холокоста грабил, да, Сначала у него в Западной Украине погибла от большевиков вся семья. грабил. Ну, знаете, о Бандере тоже такое рассказывают. Пришел Бандера, смотрит крест, висит его отец, и поэтому он стал Бандерой. Это близко. Это оказывается недалеко. Это близко. И сейчас, конечно, все так выгораживают, говорят, ну смотрите, внучка не ответила за своего деда, причем это по отцовской линии, по-матерински там все сионисты. То есть вообще какая-то интересная диспозиция. То есть, а ее всерьез так вот, ну, обвиняют в том, что, ну, что обвиняют. Ну, во-первых, до 69 года искали этого деда. Ну, вот прям советская власть его искала с выкупом, с наградой за голову.
А потом ее как подозревают, подожди, так она же может, о ней вообще ж мало что известно. Ну так вот, если биография, только вот Министерство иностранных дел, награды, там вот посты и так далее. Ну, секретная Митревелли. Но ее подозревают, а не имела ли она, ну вот, контакт и прямого научения? Могла же, по идее, там, по возрасту, по, ну, в общем, даже уже будучи там сознательном возрасте, уже там предъявляя виды, и вообще как условно потомки нацистов, которые издевались, грабили тела тех же евреев в Холокосте, становиться вот на таких высоких должностях, которые сегодня, ведь Ми-6 это сегодня, ну такой маленький двигатель, да, определенных вещей, которые происходят в российско-украинской войне, а может и большой двигатель. Что вот вы думаете по этому поводу? Вот как так получается, что куда ни плюнь, а там поскобли немножко, а оказываются потомки нацистов? Нет, смотрите, давайте котлеты отдельно, а мухи отдельно. Первое. Про Митревели я ничего не могу сказать, потому что я не знаю, какие у нее убеждения. Хотя я подозреваю, что человек, который сейчас назначен на пост Ми-6, учитывая очень плохие отношения Великобритании, реально очень плохие с Россией, и тот факт, что Великобритания являлась, ну, несомненно, одной из ключевых сил, которая сломала, в частности, Стамбул в 22 году, и благодаря которой Россия и Украина продолжили войну, которая вполне могла закончиться в 22 году, и тогда это был бы, ну, такой неудавшийся блицкриг со стороны Путина, и, соответственно, не очень приятная для Украины тоже война, но сейчас бы вот десятки и сотни тысяч людей, мертвых с обеих сторон, оставались бы в живых. Учитывая ну, ту роль, которую потом много раз играла Великобритания, я склонна полагать, что, естественно, она будет осуществлять ту политику, которую осуществляла последние несколько лет Великобритания. И, во-первых, да, это традиционная политика Великобритании. Великобритания никогда особенно Россию не любила, точно как, кстати, и Германию, заметим. Ну, кроме того, когда ты сам потерял свою империю, то, конечно, приятно, если у соседа тоже хата сгорит до конца. Я думаю, что... Кроме того, я напоминаю, что есть такие вещи, которые называются убийство Литвиненко и так далее. А elephants can remember. Слоны умеют помнить. Вот когда отравили Литвиненко, вот я просто сказала, ребята, вот надо думать, что потом будет. Британский слон запомнит. Вот британский слон запомнил, это во-первых. Значит, поэтому по поводу деда я ничего не могу сказать. Но вот я могу сказать две вещи, которые меня в свое время дико удивили и просто вот реально способствовали перемену моего взгляда на мир. Один – это девушка, которую зовут Надя Дюк. Знаете ли вы такую? Нет, нет. А это очень интересный человек. Это человек, который возглавлял все программы National Endowment for Democracy, то есть вот грубо говоря, ну вот это и есть глубинный USAID в Восточной Европе. И прежде всего, естественно, огромное влияние ее программы имели на Украине, потому что через нее все окормлялось. Надя Дюк, просто всемогущий абсолютно в этом смысле человек, раздатель грантов с 90-х годов, она была дочкой Петро Дюка. Петр Дюк, я не поленилась, это был человек, который тоже убежал в Великобританию из Западной Европы. Я не поленилась. Он, будучи опорой своей общины, оставил какие-то куски своей биографии. И в этих кусках своей биографии он говорил, что он сначала сражался в немецких войсках добровольцем против Красной армии, а потом, соответственно, сражался против Красной армии так в лесах. То есть, очевидно, скорее всего, он был сначала членом Waffen-СС, а потом просто, соответственно, членом соответствующих подразделений ОУН. И вот это действительно человек, который был воспитан своим отцом,
И судя по тому, на что мы знаем, выдавались на Дидюк в Украине гранты, они выдавались на деколонизацию, они выдавались на, значит, на Галичину, как я люблю говорить, от реки до моря, а Алексей Арестович называет это проект «Землянка УПА». Вот это действительно как бы ловленный момент, потому что мы можем это видеть невооруженным глазом. Точно так меня дико удивило, когда одной из ее преемниц, вернее, не одной, а ее преемницей стала женщина, которую зовут Мирьям Ланской, которая в свое время с авторством боевиков Басаева написала книгу воспоминаний, в которой прямо так и говорила, что вот как жалко, что в Чечне под зонтиком ООН, под покровительством ООН не была построена умеренная мусульманская демократия. Ну вот, умеренные мусульмане, они большие специалисты в строительстве демократии, и мы прям так вот это можем по всему Ближнему Востоку наблюдать, особенно где-нибудь в секторе Газа. Самое интересное было, что к этой книге, то есть можно просто воспринимать это, ну, подумаешь, да, вот тут деколонизаторов нынче много, они там Стратфор на Ивоне собираются деколонизовать, некоторые даже Манхэттен хотят деколонизовать. Вот сейчас бегают по Америке люди, машут флажками, предлагают, значит, видели на этих флажках Калифорния и Техас в составе Большой Мексики. Деколонизация Америки. Так вот, то есть деколонизаторов много, красиво жить не запретишь. Но, то есть можно просто принять это за какое-то очередное левое безумие и вот это и глубокое государство. Но предисловие к этой книжке написал господин Бзижинский, который, как вы понимаете, ни с какого боку деколонизатором не является, а вот зато это человек, который, ну, old habits die hard, старые привычки умирают тяжело. Это реальный человек, который посвятил всю свою жизнь борьбе с Советским Союзом и идее расчленения Советского Союза в том числе. Это великая шахматная доска. Я не помню, говорил Дзержинский или нет, что вот без Украины Россия не империя, но формулировка в любом случае абсолютно гениальная и совершенно правильная. Вот, так что, когда я вижу во главе вот этих всех грантовых программ сначала Надю Дюк, а потом Мирьям Ланской, то, понимаете, вот это вам не дедушка госпожи Метревели, про которую мы ничего не знаем. Ну, Вот знаем это, достаточно я считаю, много, это подождите. серьезная валюта. Нет, ну я понимаю, о чем вы, да, ну давайте так. Знаем и достаточно много. Но это же не для Нет, про нас. дедушку знаем, мы про госпожу Метревели ничего не знаем. Про нее, да. Но имеется в виду, Да. это же не для нас. Да? Это же для них. Это же вот там публикуют для себя они. Это все. Друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, кому более выгодна напряженность между Баку и Москвой? 5% России, 17% Азербайджану, 35% Украине и 44% никому. Пошумят и все замнут. Действительно так и Замнут. будет? Совершенно точно. Когда диктаторы начинают такие гамбиты, то у них всегда, в отличие, кстати говоря, вот я тут процитирую моего нелюбимого Уинстона Черчилля, который очень хорошо описал многое, что происходит сейчас между Украиной и Россией, когда он сказал, что войны народов гораздо более беспощадные, чем войны единоличных правителей. Я сейчас условно цитирую, но примерно так. Гораздо более беспощадны, чем войны монархов. Потому что монарх, у него нету политической инерции. Диктатор, у него нет политической инерции. Он просто сразу меняет курс. У него то, что он... Вот как Сталин в 1939 году. Мы вчера боролись против Гитлера, а сегодня заключили с ним союз. А вот если у вас или демократия, или публичная истерия, вы так не можете. Вы людей накручиваете, 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 а дальше у вас рождается маховик, и они сами не останавливаются. Они не могут остановиться. Они уже хотят то, что вы им обещали, и вы оказываетесь заложником того, что вы сами накрутили. А в Азербайджане вспомните, как Путин поругался с Эрдоганом, и помните, у них там было из-за этого залетевшего самолета. Потом раз, все, щелкнуло и рассосалось. Мгм. Договорились. Да.
Значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Юлия, режим Блиц, вопросов накопилось и Блиц, заблаговременно. не для меня, это Ну, для Нетаньяху. постараемся, постараемся. Не, ну, как бы, вот это же не судебное заседание все-таки, закрытое, секретное, да? Я же не про суд, я про войну. Как у Нетаньяху, да, вот. Гиперблиц, это назывался гиперблиц. Да, значит, ну, во-первых, Михалев Дмитрий пишет: Юлии желаем стойкости, читать жутко, что теперь ей желает взросшенная ей уже аудитория. Сколь угодно можно с ней не соглашаться, но умение признавать ошибки и уточнять позицию заслуживает уважения. Лайк Юлия Латынина. И спасибо, Дмитрий, за хорошие комментарии. Почему я с этого начинаю? Потому что, ну вот, это все от человека зависит, да, то есть давайте вот научимся писать, ну, какие-то конструктивные, позитивные, хорошие комментарии. Потому что человек обычно хороший, если хочет что хорошее сказать, он как бы не пишет это. Ну, потому что надо, он как бы смотрит, соглашается с чем-то или там с чем-то не соглашается, но воспринимает очень позитивно и редко пишет. Но это нужно тоже уметь, да, коротко, емко, позитивный какой-то комментарий написать. Если Видите, ради позитивности я кота взяла. Обратите, люди умные обратят внимание, что кот другой. Подменили кота. Да, подменили. Лина Вострелова, вопрос. Писатели-историки– это спутники политиков и подельники по написанию истории. Может ли считаться в некотором роде преступлением искажение истории как таковой? Ну, писатели-историки, что значит спутники политиков? Я знаю многих историков, которые сами были политиками. А, И, кстати, это очень хорошо сочетается, начиная с Древнего Рима. А преступление, искажение истории, вы знаете, я боюсь, тогда все историки преступники. Могу сказать, что... Скажите, пожалуйста, когда мы читаем на каком-нибудь обелиске Синахириба, что я пришел, разорил то, то и это, а потом копаем, и выясняется, что то, то и это все-таки не было разорено. Да, Павел Радченко. Юлия, ваше мнение? Живу в Израиле и часто слышу, что мы, евреи, самые умные, самые высокотехнологичные, еще и красивые. Но когда копнешь маленько, все высокие технологии не нашли, а аутсорс лучшее ПВО или, если ты внимателен, и не лучшее. Ну понятно, что аутсорс, где-то технологии не наши, ПВО на самом деле не лучше. Откуда у нас такое самомнение? Я и сам такой. Вот Павел Радченко такой вопрос задал. Павел Рощенко, а та Баемет Ехуди? Вы действительно еврей? Ну, сейчас давайте не будем как это, демонстрировать, как говорится. Да. А, Значит, Анна, Юлия, две абсолютно одинаковые операции с беспилотниками, проведенные Украиной и Израилем, которые подготавливаются годами. Как это объяснить? Здесь совпадения не верю. Где единый центр? Great minds think alike. Великие умы думают одинаково. Вот сразу после того, как произошла операция «Паутина», генерал Майкл Флинн написал, что вы понимаете, что это открывает ящик Пандоры, и что любой исламист или любой террорист может точно так же подъехать к американскому аэродрому, который совершенно не защищен, и долбануть по нему. И я могу вам назвать третью операцию, которую никто не заметил. Это два каких-то придурка из-за типа пропалестинских на самокатах приехали на британскую базу. Вообще без всяких беспилотников. Они просто приехали на британскую военно-воздушную базу, и там покоцали два самолета, а на них смотрели сторожи, как на баран на новые ворота. А, Даже без всяких беспилотников. Мы просто вступаем в мир, где это будет происходить. И я, к сожалению, должна добавить, что не забывайте, что можно просто взять маленький беспилотник и убить с него человека. Значит, И это уже происходит, кстати говоря. два вопроса я зачитаю от Алексея Иванова и пользовательницы Распутная, так себя называет.
ну так светится, может название другое, но вот в сообществе YouTube. Они, в принципе, на одну тему. Алексей пишет: вы открыто поддержали нападение Израиля на Иран, значит, вы и начало СВО в 22 году тоже поддерживали. Это практически ведь то же самое, ведь в 22-м Зеленский открыто заявил, что собирается разработать ядерное оружие. Ну, давайте заявление Зеленского про ядерное оружие, оно было от отчаяния, и оно, кстати, было довольно плохо воспринято и на Западе. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Одно дело Иран, который десятки лет работает, строит центрифуги, выкопал Фордо, выкопал Эсфаган, построил центрифуги в Натанце, заметим, разработал средства доставки ядерного оружия. Кстати говоря, вот очень часто говорят, что вот зря Украина, вот если бы Украина лишилась ядерного оружия, я, можно, такую шпильку подпущу, учитывая такое количество ракет, которое было продано из Украины, интернациональными, кстати, бандами, там и русские были, там все были, а интернациональными бандами именно в Иран, там за это даже кучу народ судили, так я понимаю, то вот я думаю, что если бы у Украины осталось ядерное оружие, то Иран бы им давно обзавелся. Мгм. А, Так вот, все-таки не надо путать историю с Владимиром Зеленским, который сказанул от отчаяния, и да, приготовлениями СВО, Ирана. СВО и Но, Израиль, да. да, но я вот сейчас я опять полезу в горячую воду, ровно то, что случилось в дебатах Шевченко, что, конечно, история удара Израиля по Ирану является легитимизацией, и мне это очень нравится, здоровой международной агрессии, потому что, к сожалению, мы вот последние несколько десятков лет мы попытались перевернуть те принципы, по которым человечество жило в течение тысячелетий, которые называются «если смел, то съел». И Юлий Цезарь и Александр Македонский были героями, а не военными преступниками. А мы попытались сделать так, что, вы знаете, вот если кто-то на кого-то напал, то все, это агрессор, его надо судить, всех его солдат надо судить, а на кого напали, тот жертва, и тот абсолютно прав. И некоторое время, кстати, в начале 22 года мне казалось, что это правильные, это новые замечательные принципы, по которым заново работает мир. Вот старые принципы отмерли. Оказалось, что старые принципы никуда не отмерли и были лучше новых, потому что когда у вас исчезает из международных отношений элемент здоровой агрессии, то у вас заводятся страны, которые, ну так, радостно говорят: нам все можно, а если на нас напали, то мы жертвы. Мгм. Или А, не страны, а организации типа Хамаса. Распутная. Здравствуйте, Александр. Вопрос гостю. По каким причинам оценка Юлии Латыниной действий России всегда столь негативна, в то время как действиям Израиля в Газе она демонстрирует явную снисходительность? С чем связано такое различие, особенно учитывая ее заявление о подрыве гражданского поезда в Брянске, где погибли люди, включая детей, как о диверсии, а не теракте? Останется ли ее позиция неизменной в отношении теракта в Крокусе при уже подтвержденном украинском следе, или исполнители уже дают показания, где говорится, что другая группа ждала их в Брянске, чтобы помочь перейти в Украину? Или, по ее мнению, в отношении России все средства хороши и оправданы? Так, ну давайте тут котлеты отдельно, мухи отдельно. Газа, Первое. да, и Да, теракты. первое по поводу поезда в Брянске. Вот мы тогда с вами поспорили, и я вовсе, кстати говоря, не отстаивала свою точку зрения, потому что я понимала, что это тут серое дело. Но потом выяснилась очень важная вещь, я специально ее выясняла. Обратите внимание, что даже в российской Википедии, вернее, в российских московском комсомольце чего было написано? Там были статьи типа в «Комсомольской правде», в которой говорилось, что на поезд упал мост, и тогда, ну, это как минимум серая зона, и да, это можно трактовать как теракт. А были статьи в московском комсомольце, которые признались, что мост упал в 22:20, а поезд прошел 22:40 или 22:50, там полчаса. То есть тогда это называется дикая распи PPP, что в течение получаса после того, как прошел мост, как упал мост, А, ну, это на глаза не налазит. Не предупредили машиниста поезда.
И тогда, извините, это уже полностью диверсия и никак не теракт. Это первое. А второе по поводу Крокуса. Я напоминаю, что по поводу Крокуса предупреждала Россию Соединенные Штаты. Говорили, что что-то такое случится. И даже называли, по-моему, Вилаят Харасан, который будет это делать. Мне кажется, что тут не надо умножать сущности, и до тех пор, пока я, услышанного говоря, не услышу от представителей американской разведки, что Вилаят Харасан каким-то образом сговорился Извините, но по с поводу... Будановым. Не-не-не, Да, по поводу извините. американской разведки, простите, пожалуйста, нет. Одну секундочку. Американская разведка предупреждала и говорила про Вилаят Харасан. Давайте не будем умножать сущности. Есть, ведь есть, грубо говоря, ну, слушайте, есть реальные кейсы, зачем мы будем предъявлять выдуманные. Что же касается, значит, того, почему я все Американская время... разведка говорит, что не было у Ирана вообще этих ядерной программы, ядерного оружия. И нападать на него незачем было. На что Неправ... Дональд Трамп сказал: Тулси Габбард, в сторону, ты ничего не понимаешь. Там была дискуссия. Толси Габбард говорила одно, другие представители разведки говорили другое. Там была дискуссия. Не говоря уже в том, в данном случае, я думаю, что мы поверим скорее израильской разведке. Я верю Но, Тулси Габбард, она врать не будет. хорошо, замнем для ясности. Значит, как-то довольно странно, что меня как раз сейчас отменяют ровно потому, что я все время говорю, что я очень сильно пересмотрела свою позицию с 22 года. И что как мне неприятно, и что как раз, еще раз повторяю, я воспринимаю это как абсолютную трагедию и как серию ошибок, которые совершили обе стороны. Очень много ошибок совершил Путин. Вот просто лично Путин. И даже не столько ошибок, сколько шагов, которые приводили к ошибке. Но мы только что, когда мы говорили с вами о госпоже Дюк и госпоже Мирьям Ланской, и это как раз история о том, что внутри Украины постепенно, в том числе благодаря путинским ошибкам, создавался вот этот проект «Галичина от реки до моря». И нам представили картину, которая абсолютно трагична для самой Украины, и которую, конечно, не только Путин, но очень возможно любой другой, очень многие другие российские президенты не смогли бы потерпеть, когда нам говорят, что, вы знаете, Украина – это жертва колонизации со стороны Российской империи в границах 91 года. То, что мы делаем на территории Украины, это наше личное дело, не ваше собачье дело, что тут закрываются российские школы. А если вы на нас нападете, ну ты вы же, конечно, мы же жертвы, нам будет все позволено, вот тут-то мы, значит, попросим помощи от всего, кого можно. И я просто, для меня было, знаете, вот две вещи для меня было шоком. Вот реально, которые меня способствовали пересмотру того, о чем... Ведь в начале 22 года мне как казалось, тут есть демократическая Украина, на нее напала диктаторская Россия, границы 91 года, международно признанные границы, как вы смеете. Две вещи меня поразили. Одна, конечно, это история парижских переговоров президента Зеленского, В 2019 который году. в 2019 году, да, который получает 73% голосов. Это уже без учета Крыма, Донбасса и Луганска, потому что они не голосовали. Мандат на мир с Россией. Он едет в Париж подписывать соглашение о федерализации Украины, при подписании которого, конечно, не было бы никакой войны. И при подписании которого, да, можно сказать, что Путин бы получил возможность сунуть в Донбасс как в перчатку руку и иметь блокирующий пакет в Украине, там на вступление в Евросоюз и так далее. Но можно точно так же сказать, что жители Донбасса и Луганска, и более того, элиты, тогда управлявшие Донбассом и Луганском, получили бы гарантию, что к ним, допустим, не заедет правый сектор или еще кто, и не будет их учить русскому языку и устраивать мовные патрули. Это нормально в ситуации, когда у тебя очень разная по национальному территория, когда у тебя так же, как Швейцария, это очень сильно многообразен,
чтобы была федерация. В этом нет ничего плохого. Вот, ФРГ федерация, Швейцария федерация, я не знаю, как она формально называется, но она федерация. Россия, в конце концов, федерация. И Зеленский получает угрозы перед этим, перед этой поездкой. Он получает угрозы со стороны правых, во-первых. Во-вторых, он получает вот то самое знаменитое письмо 70 НКО, которые все финансируются USAID, которые говорят, мы тут представители украинского гражданского общества. Я так думала, что это вы избиратели, 73%. Нет, мы представители украинского гражданского общества, мы вам запрещаем с Путиным договариваться. На встрече с Путиным он, соответственно, кидает Путина. Он смеется на пресс-конференции, когда Путин пытается делать вид, что все нормально. Зеленский ведет себя так же, как он вел потом в овальном кабинете с Трампом, то есть всячески показывает. И потом еще рассказывает, что это Путин не выполнил условия Минского соглашения. Вот когда я это поняла, у меня был, конечно, абсолютный такой, знаете, культурный шок. Я подумала, что, ну как, многие вещи, которые мне казались самыми очевидными, оказались полностью перевернули значение. А вторая вещь, конечно, были труды профессора Ивана Кочиновского. Это, напоминаю, профессор из Оттавы, из Канады. И, кстати, сам человек родом из Западной Украины, который внимательно смотрел, что происходило на Майдане. Он написал 2 книги о том, что происходило на Майдане. Он сейчас базируется даже на тех приговорах, которые выносят суды в Украине, и который доказывает, базируясь именно на этих переговорах, что стрельба на Майдане велась со стороны гостиницы Украины, и ее действительно осуществляли люди, которые были крайними украинскими правыми. Потому что это для меня был абсолютный вынос мозга. Я как-то не сомневалась, что на Майдане, ну как, вот я помню, даже мы с одним моим приятелем шутили, что Янукович пал не в тот момент, когда он начал стрелять в мирную демонстрацию, когда мирная демонстрация начала отстреливаться. А тут выясняется, что это абсолютно ключевое событие, что все-таки это действительно в Майдан стреляли не люди Януковича, тем более не люди Путина, а эти стреляли в том числе те люди, которые были, которые знали, что на Майдане происходит, и имели к этому прямое участие. И слушайте, и после этого этих бедных беркутовцев, которые ну, просто выполняли приказы действующего правительства, обвиняют в том, что они постреляли себя сами, а беркутовцы, естественно, убежали в Донецк и пытались как-то там себя обезопасить. Ну, некоторые воевали, да, на стороне народных Да, милиций. Это тоже есть такие прецеденты, об этом тоже нужно вот. говорить. А не Это, стыдливо умалчивать. То есть тут действительно это большая история, то, что происходило с Донбассом. Но это мы так далеко уже ушли. Вернемся к вопросам зрителей. да, Россия... так вот просто последний, да, забить гвоздь в крышку гроба. Ровно то, из-за чего меня отменили. Да. Что если придерживаться той позиции, которую сейчас навязывают национал-деколонизаторы и активисты Украине, что есть Галичина от реки до моря, если кто-то в ней говорит по-русски, то это там, следствие российской деколонизации, которое надо отменить. Если придерживаться этой позиции в многонациональной Украине, которая является не жертвой, а результатом российской имперской экспансии, и которая является одной из сил, создавших Российскую империю, и является ее полноправной наследницей, и которая состоит из очень неравномерных частей, начиная от земель имперской экспансии на юго-востоке, кончая теми землями, которые когда-то принадлежали Речи Посполитой и в XVII веке заключили союз с московским царем, и кончая теми землями, которые всегда находились на Западе, вне пределов исторической России, и где украинцы составляли в сущности угнетенное меньшинство, я имею в виду территорию исторической Галиции и Волыни, после немцев и после поляков, и оказались большинством только после 2 геноцидов, я имею в виду геноцид евреев и поляков и этнической чистки, я имею в виду этническую чистку немцев, то, ребята, да, вы таким способом рискуете Украину потерять, и таким способом вы рискуете вызвать, собственно, ту войну, которая произошла. А насколько вы при этом самостоятельны в своих решениях,
А насколько это является еще результатом вот раздачи тех необеспеченных чеков Демократической партии США, о которых мы говорили, ну, давайте уже не углубляться в конспирологию. По крайней мере, я могу сказать сейчас, что происходит. Происходит трагедия, связанная с ошибками с обеих сторон. Происходит страшное стирание двух частей исторической России друг от друга. Неважно, как вы будете называть, русскими, русскими, украинцами. Для радости, ну, той же Европы, которая гораздо приятнее, если это стирается, чем нет. Так, значит, вопрос такой. Россияне и белорусы уже привыкли к несменяемости власти по 20-30 лет. А как считаете, украинцы не смогут привыкнуть к длинному правлению Зеленского? Понимаете, это же как в анекдоте, два кирпича летят, да, далеко лететь, лишь бы человек хороший попался. Называется, лишь бы диктатор хороший попался. Я вот никогда не была особенным теоретическим поклонником демократии. Вернее, давно уже им перестала быть. Но вот просто смотря на то, что происходит на Западе, особенно в Европе, я с ужасом думаю о том, что у нас получается, что у них, у диктаторов есть стратегическое мышление. Не у всех, но у многих. А в демократиях орган стратегического мышления, который у человека называется мозг, отсутствует в принципе, потому что политику надо угождать эмоциям. Эмоциям толпы, которая становится все глупей, которую завести все легче, которую раздразнить все легче. И потом этот политик становится заложником этих же самых эмоций. И вот это печальное наблюдение, которое стало особенно ясным с 22 года, меня так поражает, что проблема же не в том, что будет Зеленский править 20 лет или нет, а как он будет править. Потому что вот то, что мы наблюдаем сейчас, ну, я не могу это назвать хорошим правлением. Чат трансляции, скажем так, отсылает вас к фотографиям, где мост лежит на, ну, скажем так, на поезде. Там же в этот день было два схода моста. Один действительно сверху, это ну, как грузовой, ну, тягач, да. Именно этот все-таки отсылает вас к фотографиям, что было обрушение в момент, поэтому, собственно, накрыло мостом поезд во время проезда. Все претензии к московскому комсомольцу, который написал, что поезд врезался через 30 минут. Я насчет фотографии буду очень скептически относиться, потому что если там поезд, ну, как бы должны специалисты разбирать, там поезд-то мог все и пробить. Это дело такое, мы не знаем. Я еще Не-не, раз там к не, Московску. там не пробить. Ну, Юлия, нет. Одну секундочку. Там, насколько я понимаю, погибли машинисты. Ну и люди А, там. Нет, машинисты, понимаете, если бы поезд... То есть либо речь идет о том, что поезд упал вот прямо на машинистов, потому что, согласитесь, если бы упал на середину, то машинисты бы не погибли. Либо о том, что поезд врезался. Московский комсомолец нам говорит, что поезд врезался через полчаса. Вопрос к Хорошо. московскому комсомольцу. Вопрос туда. Чат трансляции. Это не совсем та газета, которая будет Да, рассказывать, значит, что... ваше отношение к Гаспаряну, спрашивает пользователь. Какое у вас Простите, это отношение к кто? Гаспаряну? Ну, тоже историк, тоже обозреватель, но он, скажем так, работает на Соловьев Лайв. Его судят в Украине за книгу, какую-то книгу, да, вот. Слушайте, я ничего не знаю про господина Гаспаряна. Я считаю, что судить за книги, даже если это книга «Майн кампф», это нехорошо. Стефанка Червенкова. Вопрос Юлии Леонидовне. Если отменить зиганутых в России и тех, кто у нас в Украине все русское отменяет, мир будет? Да, а как вы их отмените? Репрессиями только. Ну, получается. Давайте откровенно.
Ну, собственно, в этом-то и проблема, что отменить в такой ситуации можно отменить только победой на поле боя. Поскольку окончательной победы на поле боя не будет, то есть я думаю, что все останутся в том или ином виде при своих, особенно в Украине. Да, друзья, всем большое спасибо. У нас 12,5 тысяч плюс. Юлия, благодарю за время и мысли. Александр, вам спасибо. Вы, как всегда, замечательны. Да, друзья, пишите в комментариях, как там, да, вот раньше говорили, выше говорили, там, хорошие комментарии пишите, ну или какие захотите. В общем, подписывайтесь на Юлию Латынину, подписывайтесь на канал, на котором идет сейчас эфир, ставьте лайк, берегите себя и друг друга. Увидимся обязательно. До скорого. Ну, в общем, наверное, вот последнее, что я не то, что не договорила, а это просто последние буквально секунды, что я скажу, что там, среди вещей, которые полностью пересмотрены взглядов на мир, это, конечно, представление о том, что вот в 91 году мы же все думали, что мы попадем в полдень 20 век. Вот как у Стругацких. Мы такие прогрессоры, все, значит, Арканар кончился, мы сейчас в полдень 20 век попали. А шок от того, что полдня 20 век нет, а геополитика есть, ее никто не отменял. Не только в отношении России, но и в отношении многих других государств. А, Шок в отношении того, что и глубокое государство, и неоконные, и леваки, и современная Европа вполне себе и Украину юзают против России, и совершенно нерационально себя ведут. И шок от того, что... И шок от проекта «Галичина от реки до моря» — это, конечно, ну, то, что сильно меняет мое ощущение, отношение на происходящее, потому что отношение к России как раз оно не очень-то изменилось, но, понимаете, мы же и не вступали в эту войну с мыслью о том, что, значит, Путин демократический политик, который хочет только счастья. Друзья, всем всего хорошего. Берегите себя и друг друга. Добра и света.